Приветствую всех танкистов, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре одна из моих любимых ПТ-САУ на 8 уровне, прямо имбоватая штука, Су-101, советская ПТ-САУ, проходная прокачиваемая ветка. У меня вот на ней 3 отметки есть, безумно люблю эту штуку. А почему же люблю? Ну, вот сегодня мы с вами и разберем, чем же она так хороша. Ну и начнем, конечно, с бронирования, тем более, что там действительно есть на что посмотреть. Погнали. Итак, вот наш ПТшечка, ну и давайте начинать. Правильно ее поставим. Вот. НЛД, ВЛД, рубка. Так и начнем. НЛД у нас 120 миллиметров, приведенки почти 200. Хорошие углы наклона. Много ли это, мало? Это очень жирно и очень хорошо. Это 8-й левел. ВЛД корпуса, да, у нас 206 снизу, те же 120 миллиметров вверху, 219. Извините меня, не каждый тяжелый танк может похвастаться такой приведенной броней в корпусе. 219. И это 8-й левел. Рубка у нас тоже имеет достаточно хороший наклон. Да, основная бронеплита. Снизу у нас 228, вверху 237. Пожалуйста, да, 230, все такое. Маска орудия 500. 400, 600, 500, вот есть чуть-чуть тут где-то что-то какие-то там точки 270, вот здесь 296 приведенки, 295, внизу у нас 261, 280, короче все очень крепко. Есть у нас сбоку лючок 222, самая ослабленная зона рубки по сути. Здесь вообще 262. Невероятно крепкая ПТшка по корпусу, особенно рубка. Боковое бронирование 75, но танковать особо не выйдет, потому что у нас углов горизонтальной наводки не хватит. Так что, ребята, невероятно крепкая броня, как для 8-го левела. Идем дальше. С броней разобрались, броня огонь. Да, только голдой. И то с повышенным бронепробитием можно ее ковырять в рубку. Да, выцеливать вот этот лючок. А если она задерет мордаху чуть-чуть, да, то здесь еще все круче будет по броне. Ладно, давайте смотреть основные модули. Предлагается куча пушек. Стоковая 7-го левела, а мы 8-й, да, топовая 10-го левела. Сейчас мы до нее дойдем. Давайте сравним сначала первые две пушки. Да. 100 миллиметров везде, 250 альфа на стойке, 320 вторая пушка, да, бронепробитие здесь ниже 175, на голде 235, и если вы на эту ПТшку зашли без свободного опыта, вам придется играть преимущественно на голде, потому что на 8 уровне бронепробитие 175, но это прям нищее, а учитывая, что это ПТ-САУ, она не штурмовая, она не кустовая, типа универсальная написана, да, но хотя, судя по броне, очень похожа на штурмовую. Еще чуть-чуть брони бы точно была бы штурмовая, такая средняя. ПТ-САУ чистой поддержки, прям в группе со средними тяжелыми танками она может вполне себе идти, да. Сведение здесь комфортное, в принципе, 2,3 секунды, вот точность, конечно, подводит. ДПМ больше 2000. Но рекомендую я вам заходить и не на эту, и даже не на эту пушку, а хотя бы вот на третью, а еще лучше на 4-ю. 440 альфа на топовый, здесь 390, бронепробитие 210-248, заряжается 11 секунд, разброс такой себе, время сведения такое себе. Вот, все то же самое здесь, только разброс на топовый лучше. Вот. ДПМ практически такой же, да. Идем к самому интересному медленно. Вот, заряжается она дольше всех, эта пушка, 12,6 секунды. А теперь переходим к самому интересному. Почему эти ПТшки все любят, уважают и боятся. Пробитие на основном типе снаряда у нас 258 при альфе 440, а на голде 340. Ребята, это ПТ-САУ 8 уровня. 8. А вспомните, тяжелые танки, средние танки бронирования и башен, пускай даже, да, там корпусу
Я уже молчу, даже пускай башен. Все там 320 в башне круто, там 290, 300, там сферическая башня, все круто. Да, круто, но не против вот этой голды кумулятивной. Здесь голда кумулятивный снаряд в 340. 340. Это дисбалансная пушка 10 уровня, которая стоит на ПТ-САУ 8. Вот особенность этой ПТшки, это среднее расстояние, как правило, играется на среднем расстоянии, где вам тяжело выцеливать, вернее, вас тяжело выцеливать уязвимые зоны в вашей броне, а вот вы можете долбить просто несмотря ни на что. Голдой, если мы говорим. А многие на этой ПТшке именно голде-то и играют. Подождите. Вот. Однозначно качайте топовую рацию. Разница тут двукратная практически. Ну не двух, ну большая разница. 620 лошадей на топовом движке. 560 на 100 плюс 10% подвижности. И здесь у нас 25 градусов в секунду, здесь 20 плюс 2 градуса. Но все-таки мы ПТ-САУ у нас рубка не поворачивается, поэтому этот момент очень важный. И, по-моему, без нее вы топовую пушку-то не поставите. Плюс модернизацию я еще не качал, но здесь скорость, поворот ходовой, к прочности, набранной скорости, все такое. И то нужно, как не смешно. Но я бы, наверное, качнул бы все-таки усиленную ходовую. Не знаю. Посмотрим, буду дальше качать. Наверное, так буду качать. Дальше. По орудию включаем. Точность 0.37. Время сведения 2.34. Наверное, все-таки точность бы повысил. Да, пусть чуть-чуть время сведения вырастет, но точность заложим прям хорошую. И здесь к обзору, ну здесь 100% к обзору, потому что мы танчик, ПТшечка не чисто кустовая, поэтому обзор для нас в принципе важнее. Вот, вторым слотом это живучесть берем. Прям 100% живучесть по причине того, что в оборудовании мы обязательно всегда ставим улучшенную закалку. Да. Обязательно, чтобы на каточек у нас реже ставили, и ХП нам важно, потому что мы порой будем прям в упоре перестреливаться, больше ХП это хорошая вещь. Однозначно всегда в основной слот, дающий дополнительный буст, ставим досл. Эти два вида оборудования, они незыблемы для этой ПТ-САУ. По поводу третьего, я поставил улучшенный прицел, точность повысил, да, а вы можете себе поставить усиленный привод наводки, может под ваш геймплей надо быстрее, чтобы пушка сводилась. Вентиляция тут зайдет, улучшенный механизм поворота, они же УМП. Как не смешно, даже измененная компоновка здесь будет интересно, потому что, ну, все-таки такой тип у нас ПТ-САУ, да. Вот, турбину можете поставить, что гонять будете, огонь. Ну и просветленную оптику многие ставят, это факт, третьим. Вот, по снарядам, ББХ основной голда кумулятивная, 850 метров в секунду летит голда, вот те же 850 летит кумулятивный снаряд. Огонь, вот в этом плане огонь. Снаряжение, ремка, аптечка, желательно автоматический огнетушитель, 4 члена экипажа. С УВНами у нас сумасшедшая беда, да. Ну вы сами видите, как она выглядит. Ну куда тут пушка будет склоняться, просто некуда. Углы вертикальной наводки, господа, минус 3. Меньше даже и не придумать. Минус 3. Хорошо, она хотя бы не отрицательная. Вот. Ну вот так. По ХП 1190. При улучшенной закалке маловато, честно говоря, хотелось бы больше. По мобильности все более-менее нормально. 54 вперед, 18 назад, почти 18 лошадей на тонну. Удельная мощность по незаметности тоже все хорошо. У меня перки незаметности не вкачаны здесь вовсе, а уже 20, почти 9%. Можно повысить как минимум до 34, это 100%. Вот, по обзору мы слепые, 376 метров. Вот, по плюсу-минусу машины, сумасшедшее бронирование, это плюс, подвижность плюс, незаметность плюс, мобильность тоже в принципе плюс, по пушке, все отлично, хорошая альфа, хорошее бронепробитие, хорошая скорость полета снаряда, но нет УВН. Но
Как-то так, поэтому плюс-минус. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, как же Су-101 играется в современном рендоме. Ну что, хорошая ПТшка, погнали пробовать. Вперед. Так, попали на Редшер. Попали к 7-м левелам. В обзору боя у нас Су-101. Штурмовая ПТ-САУ. Советская. 8-го левела. Да. Имба. Как минимум. Так, что, поедем направо, наверное, да? Проходная прокачиваем ветка у нас. Поедем с тяжами драться. Ух, куда у нас тяжи какие-то по ИС-3. Блэк. Тут все два тяжа у нас. Короче, занимаем деф. Никаких атак у нас не предвидится. Придется в дефе драться. А у нас УВНов нету. Ну, короче, такое. Ну ладно. Оп. А вот и враги уже приплыли. Вот. Да, давай, Т-77. Ну. Вот. Ага. Умники. Косарик уже есть. Крапиц не, ну тут танков у них, ё-моё. Танкуем, стреляем. Эх, и правильно я стрельнул. Да как я его не... Ой, тут вся команда у них. Просто. Ух, 3500 уже натанковали. Бонус. Ой, больно. Больно. Так, ребята, у нас... Ну, тут вся просто тима у них. Ну, очень тяжело воевать.
ХПшечек у нас нету. Вот. Хорошо. Блэк Принцу засадили. Чё, сумма у нас уже 5К. На свет. Опа, Т-77. Ну ладно, чё. 4-5К суммы, да? Наши тот фланг бахает. А, тут же меня уже, наверное, светил. Ты вот эта херня приехала, да? Да. Вполне себе. Чё, досмотрим этот шикарный бой? Я делал все, что мог. Пока настрелял больше всех в команде. Ну, видели, сколько я натанковал? Броня невероятная. Пробивали, по сути, только в НЛД. Рубка, ВЛД, все это им не пробить. Вот. Вот. Исуля третий наваливает. Дед. Что за эту ПТшку можно сказать? Вот у ВНов нету. Есть возможность спрятать НЛД. Су-101 будет нагибать, а если еще на голде играть с бешеным пробитием на кумулятиву, это просто имба. Счет 3-5. Но по ХП ведем. Еще бы мы сколько у них оторвали, да, когда они наступали. Ну, ИС-3 очень интересно у нас играет. Давайте лучше на БЗ переключимся. Так, 4-5 счет. Эти за светики. Оп. 44 в кустике стоит. Либо Е25 где-то тут подперекатилось. Довали ты дерево и все. Тебе тяжело дерево завалить, вот ты мне скажи, реально. Да, Е25 тут стоит. Завали дерево, идиот. О, нормально. Я не понимаю, что они деревья не валят. Дает, а. Будет светиться до упора, но дерево не свалит. Танкистов иногда не понимаю вообще. О. Ты понимаешь, что у тебя в кусту стоит Е25 светит? Просто завали дерево. Да не это. Короче, тупой, переключаемся. Не хочу смотреть, как тупой играет. Бурас тут давно живет. Ух, хорошо. 7-6. По ХП, по стволам выигрываем. Можем реально будет затащить катку. Промазал. О, попал. Нормально. Да я думаю, затащит наш. Должны. Так что Су-101, еще одна моя любимая ПТшка, советская, ну, надежная. Упарывается, можешь аж отлететь, родной. Нет, бля, красавчик. Оп. Не попал, но с критическим уроном. Е-44 очень сильно еще мешает нашим, как и Е-25 светит. Да. О, Елси приехала. Оп.
поехал он, конечно, безобразно. Тебе 44-ю надо слить, Кураска. Опять рискует, лезет. Красавчик. Все. 44-ю слили, победа будет за нами. Все, и вон она ешка. Все. Гля, какой бурраск у нас. Ух, 5 фрагов. Красавчик. Не то, что мы, да. Ладно, сумма 5К сойдет. Могли, конечно, больше бы. Прям точно больше бы могли. Еще раз, очень кайфовая броня, кайфовая пушка. 10 уровня, особенно на голде. Результаты боя у нас. Почетное 3-е место по урону. Да. 2300. 200, ну 5К так и есть. 5100 мы вот по поводу брони. Это вот как раз показательный бой хороший, да, насколько она крепкая. 5100. 5100 мы заблокировали. Против нас была просто куча танков, да. Так что, ребята, можно ездить, как и я, вот видите, 3 отметки, брать 3 отметки по 5-бальной системе. А для 8 уровня я и ТПТшки ставлю, ребята, 4,85, почти 5 баллов. Прям рука хочется, прям поднимается поставить 5, потому что, ну, для уровня она очень сильно имбовата. По броне и по пушке. С таким пробитием на 8 уровне кататься, ну это наглость. Пишите комментарии, у кого есть такая ПТ-САУ в ангаре, как она вам в целом, какое вы, кстати, используете оборудование на ней. Вот, пишите под видео, свои комментарии оставляйте. Ну, а я вас попрошу подписаться на канал, прожать лайки, кто до сих пор это не сделал. Вот, а всем говорю, до скорых встреч, пока! Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.